Всем привет, друзья! Это первая часть обзора на 1999 год, и сегодня в выпуске. Ужасающее буйство природы и возможный конец света. Отличные фильмы и компьютерные игры. Незабываемые события из мира культуры. Расцвет поп-музыки в России. Впечатляющие спортивные победы. Война и другие трагические события в России. Смена власти и отставка президента, а также множество других невероятных событий со всего мира прямо сейчас. Друзья, наша машина времени работает на ваших лайках, комментариях и подписках. Спасибо, что не забываете поддерживать нас. Человечество радостно встретило предпоследний год столетия громкими салютами и красочными фейерверками, хотя год сразу задал вектор неприятностей и катаклизмов. Серия катастрофических землетрясений в мире. Началось все с Колумбии. Январское землетрясение 1999 года разрушило многие дома, свыше 700 человек погибло, более 3000 раненых. Затем, в самый разгар курортного сезона, разрушительное землетрясение в Турции мощностью 7,5 баллов по шкале Рихтера. Более 18 тысяч погибших. Всеобщий траур в стране. Людей хоронят без опознания в общих могилах, чтобы не допустить эпидемии из-за страшной жары в плюс 40 градусов по Цельсию. Дальше землю трясет уже в соседней Греции. Снова массовые разрушения и жертвы. Не успел мир опомниться от последних трагедий. Новое землетрясение, еще сильнее, в Тайване. Толчки в эпицентре достигают 7,8 балла. Многие видят в этих бедах предостережение человечеству. Неизвестно откуда взявшиеся оракулы предрекают конец света в 2000 году. Веру в эти предсказания подкрепляют проснувшиеся вулканы на Филиппинах и в Эквадоре. Люди всегда верили в сверхъестественное, восхищались загадочными тайнами и непонятными явлениями природы. В давние времена солнечные затмения повергали людей в ужас, и служители культа умело пользовались людским невежеством в своих не всегда благородных целях. По мере расцвета науки солнечные затмения перестали пугать землян. Наоборот, каждый хотел наблюдать момент перекрытия Луной Солнца и запечатлеть эти исторические моменты на фотоаппарат или видеопленку. 11 августа Европа ждала солнечное затмение. Ученые все подробно рассчитали и предположили, сколько процентов солнечного светила увидят люди и на какое время оно закроется в разных странах. Европейские державы должны были лицезреть затмение на 95%, а вот в Румынии солнце закроется луной полностью. На родину графа Дракулы потянулись туристы со всего света. 11 августа 1999 года, как и предсказывали ученые, затмение произошло, чем радовало население европейских стран в среднем около 2 минут. В Бухаресте жители радовались чуть больше остальных – 2 минуты 23 секунды. Конца света, к счастью, не произошло. Природа бушует, а жизнь идет своим чередом. Рождаются новые люди, происходят не только трагические, но и радостные события. 12 октября 1999 года в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли Аднан Мевич. Малыш громко кричал во время церемонии фотографирования и даже не догадывался, что теперь его имя навсегда вписано в историю человечества. Бельгия. Самый центр Европы. Грандиозный скандал с компанией Coca-Cola, разразившийся так не вовремя для производителя известного во всем мире напитка, серьезно ослабил позиции гиганта на рынке и укрепил влияние его главного конкурента, компанию PepsiCo. Весь сыр-бор разгорелся из-за массового отравления юных бельгийских школьниц Кока-Колой. Пресса моментально раздула грандиозный скандал, множество экспертиз подтвердило наличие в составе вредных примесей, страны Европы наперегонки закрывают продажи популярного напитка. Извинения компании за ошибки по организации контроля производства не смогли вернуть былую славу и продажи. Как результат, подмоченная репутация Кока-Колы в Европе и несколько грядущих лет на ее восстановление.
Из коротких важных новостей года не можем не сказать о событиях, произошедших в старой доброй матушке Европе. Страны Евросоюза впервые ввели новую валюту – евро. Банкноты евро появятся позже, но пробный шар единой валюты уже запущен. Парламент Великобритании по просьбе премьер-министра Тони Блэра отменил старейший закон страны, которому без малого было 800 лет. Для Верхней палаты британского парламента изменение этого закона было настоящим революционным решением. В 1999 году лорды лишились права на наследование кресла в Верхней палате парламента по праву рождения. Как писали английские газеты, наконец-то в стране покончено с остатком феодализма. В творческой индустрии, в мире моды, компьютерных игр, музыки, кино и телевидения жизнь кипела практически так же, как и в богатом на талантливые шедевры 98-м. 21 сентября на мировые экраны выходит настоящий кинематографический хит конца 90-х – фантастический боевик «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли. Остросюжетная история про мир будущего и машины, управляющие людьми. Прекрасный актерский состав, уникальные спецэффекты, остановки кадра, заморозки и эффект полета пули не оставили зрителей равнодушными. «Матрица» стала одним из лидеров коммерческого проката в 1999 году с бюджетом в $63 миллиона, собрав в итоге на 400 миллионов больше, что, согласитесь, очень неплохой результат. Самым ожидаемым фильмом года стала долгожданная премьера киноновинки «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» эпической киносаги Джорджа Лукаса. Поскольку рекламная кампания ленты велась ярко и широкомасштабно, зрители ждали фильм с нетерпением и сразу же хлынули в кинотеатры. Не все ожидания от картины оправдались, но настоящие фанаты франшизы были в восторге. Королева Набу, маленький Энакин Скайуокер, джедаи Оби-Ван Кеноби и Квай-Гон и их героические приключения многим пришлись по душе. Огромный бюджет в $115 миллионов, вложенный в производство фантастического творения Лукаса, полностью себя оправдал. Общие сборы составили 924 миллиона, а фильм стал самым успешным в кассовом коммерческом прокате 1999 года. В России в этот год было представлено зрителям также немало киноновинок, среди которых отметим фильм Дениса Евстигнеева «Мама» и киноленту Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Культурную ценность картин пусть оценивают критики. Настоящие поклонники кино радовались прежде всего возвращению на экран великих русских актеров Нонны Мордюковой и Михаила Ульянова. Для игровой индустрии год выдался плодотворным и богатым на новинки. Мы хотим остановиться на нескольких играх, которые во многом задали вектор развития популярных жанров компьютерных игр. Первая новинка — шедевральная Silent Hill. Игра в жанре survival horror, вышедшая на платформе Sony, дала путевку в жизнь большой серии игр под одноименным названием. В вымышленном американском городе Silent Hill неспокойно. Это сразу понимает главный герой повествования Гарри Мейсон. Гнетущая атмосфера, серый туман, непонятный снег. Гарри начинает поиски таинственно пропавшей дочери и сталкивается с ужасными монстрами. Критики и игроки высоко оценили как саму игру, эффекты, сюжет, так и фантазии разработчиков. Silent Hill вошла в коллекцию лучших игр платформы PlayStation. Counter-Strike, многопользовательский шутер от первого лица, мгновенно завоевал сердца игроков во всем мире. Первая версия игры вышла на платформе Windows как модификация для игры Half-Life в 1999 году. Динамичные сражения между двумя командами игроков на разных картах пришлись по душе любителям жанра. Выбор оружия, карт, возможность менять тактику боя и, самое главное, командный дух и состязательный азарт – вот главные слагаемые успеха разработчиков. Counter-Strike очень известная и многими любимая игра, над которой практически не властно время. Музыка и шоу-бизнес. Российский шоу-бизнес как конвейер выпускает пачками музыкальные поп-группы, которые с космической скоростью штампуют хиты. 1999 год стал годом рождения таких популярных коллективов, как группы Демо, Вирус, 140 ударов в минуту, Турбомода и, конечно, группа Тату.
Многочисленные посетители дискотек и ночных клубов по всему бывшему Советскому Союзу сходили с ума по солнышку в руках и дружно поднимали вверх руки по просьбе солистки группы «Вирус». Огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Ваши подписки, комментарии и пальцы вверх для нас лучшая оценка. Сейчас расскажем о печальных событиях 1999 года. Война в Югославии. Вернее, бомбардировки Югославии. Военный блок НАТО, впервые в своей истории нарушив свой собственный устав, без согласования операции с ООН, подверг массированным бомбовым ударам военные и промышленные объекты независимого государства. Югославия, как союзное государство, начала испытывать трудности с начала 1991 года, когда начался парад суверенитетов, и из состава страны вышли 4 республики – Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония. Страну потрясали постоянные межнациональные военные конфликты, и главным поводом военной операции НАТО стали, по мнению Альянса, этнические чистки албанцев в Косово. На момент трагических событий в союзное государство входили всего 2 республики – Сербия и Черногория. Разрушенная инфраструктура страны надолго отбросила страну как в развитии, так и в уровне жизни ее граждан. Югославия вскоре вообще прекратила свое существование как государство, а мир серьезно заговорил о том, как международное право меняется в сторону сильного. Тот, кто сильнее, тот и прав. Наша машина времени останавливается над Россией, и мы видим один из самых драматических периодов в истории страны – год политических катаклизмов, бедствий и человеческих трагедий. 7 августа террористические формирования с территории Чеченской Республики вторглись в Республику Дагестан. Началась Вторая Чеченская война, активные боевые действия которой продолжились до конца февраля 2000 года. Сама же контртеррористическая операция по уничтожению ячеек и разрозненных групп радикальных боевиков продолжалась почти 10 лет, до 2009 года. После страшного августа вторжения боевиков в Дагестан наступил ужасный сентябрь. Страну потрясли серии взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Многочисленные жертвы, растерянность и страх в людских сердцах. Это было настоящее испытание для граждан России. Современная история страны еще не знала таких преступлений против ни в чем не повинных людей. Именно тогда все узнали смысл слова «терроризм», кто такие ваххабиты и что такое гексоген. Трагические страницы истории страны, над которыми не властно время. Людям необходимо помнить о них, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем. Драматические события в стране происходили на фоне кризиса систем власти в России. Противодействие различных политических групп влияния президенту Борису Ельцину, постоянные конфликты исполнительной и законодательной ветвей власти ни к чему хорошему привести не смогли. Страна еще не оправилась от дефолта 1998 года, а премьеры менялись как в калейдоскопе. Председатель правительства России Евгений Примаков отправлен в отставку, на его место назначен Сергей Степашин. В начале августа и он покинул свой пост. Президент Борис Ельцин представляет нового премьера, о котором никто не знает. Это выходец из спецслужб Владимир Путин. Ельцин называет его своим преемником. Именно Владимиру Путину предстоит выводить страну из затяжного кризиса, наводить конституционный порядок на Северном Кавказе и, как показала история, руководить огромной страной более 20 лет. Теперь поговорим о спортивных событиях. Футбольные спортивные новости года обсуждают везде – в газетах, на улицах, в общественном транспорте, в интернете. После 3 неудач в отборочном турнире чемпионата Европы у сборной России новый главный тренер Олег Романцев. С первых игр команды под руководством наставника стало понятно – сборная будет позиционировать быстрый спартаковский футбол, а основой сборной станет народный футбольный клуб «Спартак Москва».
В оставшихся играх нам нужны только победы, и сборная просто летит на крыльях к успеху. Повержены Андорра и Армения, и вот главная встреча для Олега Ивановича и сборной страны. Настоящий момент истины. Матч века во Франции с чемпионами мира французами на легендарном Стад де Франс. Никто не верил в русских парней, но случилось чудо. В историческом, сумасшедшем по накалу страстей матче наши побеждают французов 3-2. Героем становится нападающий питерского «Зенита» Александр Панов. Россия ликует. Впереди последний домашний матч с Украиной. Нам нужна только победа. Забитый до отказа стадион Лужники взрывается криками радости и восторга. На 75-й минуте встречи Валерий Карпин, ныне главный тренер сборной России, выводит Россию вперед. У наших все получается. Уже совсем рядом заветная путевка на чемпионат Европы, как нелепый удар в сторону наших ворот изменяет все в считанные секунды. Голкипер сборной России Александр Филимонов совершает роковую ошибку и ставит крест на своей футбольной карьере. Это совсем один. Филимонов! О, боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. 1-1 в матче. Россия не едет на чемпионат Европы. Сборная страны образца 1999 года настоящей легендой так и не стала. В этот же год живой легенде легкой атлетики, олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке открывают прижизненный памятник 29 августа в Донецке. Весь спортивный мир поздравляет героя и вспоминает его исторические победы в составе сборной Советского Союза и сборной Украины. Российские болельщики как никогда ждали в 1999 году новых побед от наших атлетов и, наконец, дождались. Сенсация в любимом виде спорта президента Бориса Ельцина случилась 3 июня 1999 года. Наконец-то наш соотечественник, 25-летний теннисист Евгений Кафельников, первый в мировом рейтинге года. Первая ракетка мира не скрывал искренней радости и благодарности своему главному конкуренту, американскому теннисисту Питу Сампрасу. Именно с триумфа Кафельникова теннис стал активно развиваться в России. Огромная популярность Кафельникова жива до сих пор, и Евгений, как выдающийся спортсмен, остается настоящей легендой и в наши дни. Он по праву на первых строчках в победной летописи российского тенниса в истории этого вида спорта. И пусть годы бегут, победа Евгения не стареет, потому что для почитателей его таланта Кафельников в теннисе, как Пушкин в литературе, наше все. Самое заметное культурное событие года – 200-летний юбилей великого русского поэта-классика Александра Сергеевича Пушкина. Подготовка к юбилею велась основательно. Афиши праздничных мероприятий радовали глаз. Зрители восхищались всевозможными выставками, с интересом погружались в пучину лекций о жизни и творчестве поэта, наслаждались концертами и театральными постановками по мотивам его произведений. Творческой частью не ограничилось. Были выделены серьезные средства на то, чем будут гордиться будущие поколения. К юбилею поэта было отреставрировано немало пушкинских мест, даже таких, в какие Пушкин при жизни заезжал мимоходом. Масштабная информационная кампания юбилея на телевидении превзошла все мыслимые и немыслимые информационные возможности того времени. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Это были пророчески верно сказанные классиком слова. Вишенкой на торте стал концерт на Красной площади. Гениальный оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и золотые голоса России и мира стали украшением и финалом юбилейных торжеств. Из мировых культурных событий года самым ярким и резонансным стал большой концерт в Германии у Бранденбургских ворот. Масштабное музыкальное событие было посвящено десятилетию падения Берлинской стены, которая после окончания Второй мировой войны на многие годы разделила людей, семьи и судьбы граждан ФРГ и ГДР. В концерте главными звездами были солист группы Scorpions Клаус Майне и великий российский дирижер Мстислав Ростропович.
Главная же песня всех Дедов Морозов и Снегурочек нашей страны под названием «Новогодняя» была спета группой «Дискотека Авария» в конце 1999 года. Сразу большого успеха не снискала, но многие строки будущего суперхита сразу стали пророческими. «Новый год к нам мчится, скоро все случится». И случилось. 31 декабря президент страны Борис Ельцин в своем новогоднем обращении к гражданам попросил у всех прощения, пожелал всем счастья и ушел в отставку. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Россияне встречали Новый век и новый 2000 год с надеждой на лучшее, только вот строки песни «Дискотеки Аварии» заставляли задуматься. Сбудется, что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут. Какие события будут происходить в 2000 году, мы вспомним в следующих выпусках. А сейчас подведем итоги первой части обзора на 99 год. Этот год получился еще более неоднозначным, чем 98-й. Огромное количество трагических событий и катастроф причудливо смешались с творческим расцветом в самых различных областях культуры. В один момент можно было посетить отличный концерт и тут же столкнуться с ужасами террора. Да уж, как говорится, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А 90-е годы, очевидно, были эпохой значительных перемен. В следующем видео мы расскажем о событиях 1999 года, которые не вошли в этот выпуск. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал, напишите любой комментарий и ставьте пальцы вверх. Это очень поможет развитию канала. До скорых встреч, друзья!